Привет, друзья! Сегодня собираемся на небольшое восхождение в верховье Арталыка на высшую точку Курайского хребта. С 2003 года на склонах Курайского хребта проводятся парапланерные соревнования различного уровня, кубки и чемпионаты России. И я облетал эти горы вдоль и поперек, но интересно и походить пешком по тем местам, над которыми довелось полетать не один раз. Курайский хребет ниже своего северо-чуйского соседа. Летом на нем нет белоснежных вершин и ледников, но несмотря на свою малую известность в туристических кругах, он очень привлекателен своей доступностью. Решил взять с собой EVO 2 Pro, но поскольку он в таком огромном чемодане, а Хамсан Зина в такой маленькой сумочке, то перекочевало все достаточно комфортно из одного места в другое. Несмотря на то, что EVO больше, он вошел в эту сумочку вместе с пультом, он вниз лег вместо аккумуляторов, то есть с одним аккумулятором и с пультом все отлично вошло. Ну а на время моего отсутствия Хамсан Зина поживет в коробке от EVO в чемоданчике. По руслу реки Арталык есть горная дорога, которая поднимается практически на 2400 метров. Мы выехали из поселка Кызылташ, потому что ночлег удалось найти только в нем. А так, на эту дорогу можно попасть с трассы рядом с Кураем. Если вы ни разу не ездили по ней, то в степи можно заблудиться и выехать не туда, куда нужно. Но чтобы этого не случилось, в описании к видео вы найдете наш трек, по которому безошибочно попадете прямо к подножью. Вот мы до верха добрались. Один из УАЗиков проехал чуть вперед. Ну, по высоте там выигрыша особо нет, люди просто гуляют. Поэтому смысла туда рубиться нет. С этого места нас ждет подъем вот на эти сыпухи. И по ним дальше туда, сейчас не видно за перевал, на высшую точку Курайского хребта. Если посмотреть правее, через эту гору, если перемахнуть, то там сверху достаточно пологое плато небольшое, где расположен старт пилотов-парапланеристов, где проводились неоднократно соревнования парапланерные разного уровня, в том числе чемпионат России. Ну, а мы пошли на восхождение. Живописнейшие скалы и лазурные горные озера в ходовой доступности за один день и без специального горного снаряжения. Что может быть привлекательнее для любителей пешего туризма? Ну, идется хорошо, палки не взяли. Чтобы почувствовать, как хорошо ходить с палками, надо походить без палок. Вон там где-то виднеется наша машинка, далеко внизу. Мы поднялись уже метров, наверное, на 300. Самая сложная часть крутой подъема остается немного. Сколько? Метров 150, наверное, да? Ну, мы часть не видим, здесь осталось метров 50 и метров 20 там, мне кажется. До перегиба остались считанные метры. Достаточно круто. Каменные осыпи, то есть все выезжает из-под ног. Сейчас перевалим. И дальше должно начаться более пологий подъем, спокойный по верховому плато. Вышли на хребет. Погода продолжает портиться. По прогнозу на сегодня передавали 0,2 мм осадков где-то на после 3 часов. Но на самом деле, судя по тому, что идет со стороны Кашагача, пошел дождик. Немножко оделись. Продолжаем восхождение. Насколько старая порода камней, как гребеночки. Острые, вертикальные. Значит, набрали мы 650 метров, где-то сейчас уже дальше подъемы и спуски, но в основном уже по хребту непосредственно идем до жандармов, а там уже будем как-то корячиться, пробиваться до вершины. База облаков поднялась, облака слезли с гор, то есть поднялась выше 3,5, так что есть шансы, что придем мы наверх и даже удастся полетать там.
Да, забыл сказать время, за которое мы набрали эту высоту. 1:45. Не сильно быстро. Вот отсюда уже открываются отличные виды на другую часть хребта. Там видны снежные языки. Их много. А вот здесь виднеется девичья вершина. 350 высота. А вот и горное озеро, на которое мы сегодня не пойдем, но которое мы отлично видим сверху. В этом году оно просто прекрасно. Бирюзовый цвет. Вот таким я его видел первый раз, когда летал в Курае в 2003 году. Оно гораздо полноводнее, чем сейчас. Да, в этом году и воды значительно больше, потому что пару лет назад, когда мы здесь были, оно было мутное и маленькое, то есть раза в 2 меньше, чем сейчас. Посмотрите, какое оно прекрасное. Облака опять переваливают из-за дальнего хребта, но снова поднимаются. Термичка выдавливает их вверх. Находимся выше облаков. База опустилась вновь до 3 где-то, местами даже ниже. Ну я не знаю, мы здесь не вылазили, по-моему, наверх. Ну вот здесь вылазим где-то, как раз с тобой. Просто не видно, что там сбоку. И снова облака, и снова плоский рельеф относительно. Накрывает нас облако. Вопрос, надолго ли и поднимется ли оно выше. Обычно ко второй половине дня база поднимается, но учитывая то, что погода портится, она может и опуститься. База опять опустилась ниже 3,5 или 3200 база. Чё? Сколько мы идем уже? Осталось нам сколько? По высоте и по дальности. 200 метров. Всё. Отлично. Вот так вот мы идем, периодически с облаками, периодически без. Облака нас преследуют, местами вообще полностью закрывают проход, а местами все открывается и становится очень красиво. Прошли уже до высоты 300, где-то осталось 200 метров высоты и по дальности что-то метров 500. Вон виднеется вершина, до нее всего 420 метров по прямой, ну по скальникам чуть побольше. С этой стороны у нас гигантская пропасть вниз. И туда тоже. Там же снежные языки. Достаточно обильные. И остается у нас хребет, по которому сейчас надо будет пройти, немного сбросить и потом последний набор. Вот это вершина Арталык Восточная. 3200 с копейками всего лишь. А нам-то надо вон туда, чуть повыше. Фух, ну что, идем ядрить, колотить, какой там обрыв. По-моему, левее надо брать. Посмотри, как там быстро выполаживает.
чуть качать. Так, левее. Сильно левее, вот здесь вот, наверное, нормально. Там вот вниз, что ли? Не, по-моему, по вершине же, по гребню, что ли? По-моему, так, потом направо, с правой стороны. Да. Почему? Да, вот отлично, и здесь прямо по хребтику вниз идется отлично. Сложи тут, да вот здесь вот на этот камень складывай. Очень узко в обе стороны, блин, оно все такое разваленное уже. Но в принципе нормально. Можно по сыпухе туда пройти и там подняться. Или лезть здесь. Там раз и тупичок. И потом вот с этой стороны, Марин, с этой стороны обход туда он. Вторая группа жандармов перед вершиной в очередной раз превратилась в небольшой ребус, который, памятуя о прошлом восхождении в 2014 году, мы в итоге без особых проблем решили. Обходить лучше с левой стороны. Давай. Че, нормально? Каски, фантомаски. Второй раз поднимаемся на эту вершину, но опять без касок. Не уподобляйтесь нам, возьмите с собой каски. Хочешь так? Вот так? Ну тут нормально идет туда и потом пошли так. А вдруг там опять? Смотрим. Пока не подымешься, не угадаешь. Перед вершиной пара технически сложных участков. Решили обходить слева. В 2014 году, по-моему, слева и обходили тоже. Но здесь сбросы, обрывчики такие, конечно, улетишь и с концами. Тут все слева идется, вариантов нет. Физуха уже не та. Какая пипа? Пипа ненадежная. Буду надеяться, что не развалится. Все нормально. Относительно нормально. Что здесь наверх? Давай наверх сейчас посмотрю. Да, отлично. О, снежочек. Можно утереться, но не полезем, чтобы не уехать. А? Ну вот, мы и на вершине. Вот и забрались мы на высшую точку Курайского хребта. Здесь туда оставил записку в турике в пластиковой бутылочке. Сейчас мы ее откроем. Да, лопаточка наша 2014 года не осталась.
А записка лежит. 20-й год. Время выхода 8 утра, 14:30 на месте. Мы с тобой быстрее. Ну да. Много было. Дорохин. Короче, привет барнаульцам, которые здесь были 13 июня 2020 года. А мы, получается, 15:00. в 15:00 поднялись, а вышли на старт, вышли в 10:40. Вот вдвоем дошкандыбали старички. Вот там озеро Сердце. Тут еще озера, там озеро, там озеро. Короче, озер здесь очень много. Красивые. С той стороны тоже целая куча озер. Короче, красота неописуемая. Дошли, и погода нам, в принципе, можно сказать, подфартила. Главное теперь, чтобы назад, когда пойдем, было так же хорошо. Покопались еще в турике и нашли еще одну маленькую баночку, даже с карандашиком. Вот группа оставила карандашик, а были они тоже в 2020 году, да? 9.08.2020, время 14:44. У них поход второй категории сложности, они поднялись с северо-запада, а спускаться будут тут по леднику Траверса. Ледник. Ну давай карандашиком допишем тоже. Пользуясь случаем, допишем карандашиком тоже от нас. В общем, поселфились. Стало холодать, солнышко спряталось, в 15:38 начинаем спуск. Где-нибудь пониже, наверное, и перекусим. Обратный путь такой же трудный и тернистый. И вот эту пику как-то мы обходили так. Вон ту. Вот наш турик, который Марина установила здесь. Идем верным путем. Привал решили сделать чуть пониже, потому что наверху дуло, было прохладненько под облаками уже. Выбрали хорошее место, а здесь уже тихо и спокойно. Еды у нас много, сыр Маздам, что там еще? Мясо. Мясо. Свинина, подкопченая, печень, мента, 2 вида хлеба. Короче, есть не Протеиновая переесть. печенька и 20 батончиков. Отлично. Короче, с голоду мы не пропадем, даже если останемся на холодную ночевку. Я думаю, спустимся сегодня нормально. Осталась легкая часть спуска, практически. Ну и там впереди еще пара жандармов, которые, я думаю, мы преодолеем без проблем. Вот. И как и вчера вечером на той стороне хребтов разрастается туча, высыпают осадки, и к вечеру оно все перешло сюда же, на Куральский хребет. Будем надеяться, что нас это не успеет застать, и мы успеем спуститься раньше. Погнали! Погнали! Сегодня дважды нам повезло с погодой. В начале маршрута дождик буквально немножко покапал, попугал, и все закончилось. И сейчас со стороны Северо-Чуйского хребта проливало прямо вообще конкретно, и все это ушло на Курай, туда. Здесь осталась какая-то маленькая взвесь, начинает сейчас капать, поэтому одеваемся в водонепроницаемые одежды. Нет, ты сама спускайся давай. Спускайся. По осыпи спускайся по этой. Зачем? Ну, чтобы она сыпалась. Ты просто сейчас мне на голову большие камни скатишь. Ну так а что ты пошла? Что ты пошла-то так? И снова мы в чудесном ущелье. Идем по приятной травке. Наконец-то закончился курумник. Альпийские луга. Альпийские луга. До машины остались
считанные сотни метров. Ну вот и добрались мы до нашего автомобиля, который 8 часов простоял в Алтайских горах. Бодр, свеж и невредим. Но суть не в этом. Высыпай. О, тяжело тебе было. Суть не в этом. Суть в том, что подъем на гору, на вершину у нас составил 4:20 и спуск составил 3:40. 3:40, да. Итого туда-обратно 8 часов. Ну, Еле, мы на вершине тусили полчаса, еле полчаса. да, на обратном пути, то есть потусили полчаса на вершине и еще поели полчаса. Да, короче, не 3:40, а 2:40. Вот. Кому понравилось наше восхождение, ставим лайки. Подписываемся на меня в Инстаграме, там больше. Подписываемся на нее в Инстаграме. Подписываемся на мой канал. До новых встреч, а мы собираемся убежать сейчас от этой тучи, потому что спускаться еще будет много крутых участков.